Дорогие друзья, всех с добрым утром. Я вот ответила на последние вопросы Ютуба и собираюсь сейчас вам показать новый ритуал. Этот ритуал можно сделать в сумерки, либо рано утром. Вот показываю рано утром, 6 утра. Вначале я бы хотела попросить еще раз всех моих друзей, и не только, и людей, которые меня, может, еще и не слышали или слышат первый раз. Я очень прошу, пожалуйста, проверяйте информацию. Кто с моими фотографиями сидит, в основном они ВКонтакте, потому что в Одноклассниках я очень быстро находила, хотя и там, возможно, они есть. Раньше эти существа под моим именем представлялись, сейчас они, значит, берут разные имена. И, конечно, это неприятно, но это обыкновенные мошенницы, это обыкновенные воровки, это обыкновенные сидевшие в тюрьме существа, у которых нет ни совести, ни чести. Призывать их к совести – это бесполезно, поскольку практически нет никакой ответственности. Это очень тяжело доказуемый факт. И поскольку я мало захожу в эти соцсети, да, и прочее, они этим пользуются. И поэтому очень прошу, прежде чем отправлять кому-либо что-либо, прежде чем вообще разговаривать с ними, да, убедитесь в том, что кто перед вами вообще. ВКонтакте, куда ни плюнь, мои фотографии. Я уже везде. И Адина я, и Мадина я, и Карина я, и Кристина я, и Елена Федорова, Булганина, или как там ее я, и кто я только там уже не бываю. Да, причем уже в наглую берут мои фотографии вдоль поперек, пишут свои какие-то данные надуманные. Это, конечно, ужасно, это противно, но что делать? Чем больше ты популярна, я уже говорила, что таких работ мало где встретишь, и может и нигде. Понятное дело, что лазить по карманам, воровать карманы, то есть обкрадывать людей в метро или где-нибудь, да, или сидеть и за компьютером обманывать людей, это их работа, они для этого живут, поэтому, друзья мои, кто откажется от таких денег на халяву, с воздуха, просто вот взяли фотографии человека, им плевать, что они тем самым, скажем, да, дешевят мое имя, хотя я здесь абсолютно ни при чем, я уже предупреждала, говорила, люди, которые попались, знают, что нужно самим думать. В любом случае, это твари, у которых нет ни чести, ни стыда, ни совести, им все равно. Вы им говорите, они хихи-хихи, сели дальше. Но если они в каком-то селе сидят, и для них это деньги, это просто практически зарплата на весь год, и они этим гордятся, что они такие шустрые девчонки, и вот так хорошо обманывают народ. Наверняка некоторые из них сидевшие не первый срок, и поэтому вы сами понимаете, что это уже опущенные, это уже сломленные, это уже грязные, уже падшие женщины, и поэтому что мы можем им доказать? Ничего. Единственное, что я могу сказать, я просто знаю 1000000%, что любой человек, который берет мои фотографии без ведома и использует, он зарабатывает себе рак. На все мои работы так начитано. Я знаю уже случаев, когда 4 года назад брали фотографии, 2 человек нет в живых. Я интересовалась специально, чтобы проверить, так ли это, так ли происходит. Дорогие люди, практики, которые берут мои ритуалы, которые совершают их, они бывают в шоке от результатов. Они сами боятся от того, насколько быстро это все бьет и идет. А вы шутите с моими фотографиями, думая, что это вам обойдется. Я еще раз говорю, они начитаны на онкологическую болезнь. И те деньги, которые вы зарабатываете моими фотографиями, вам даже эти деньги не помогут. Все легкие деньги, все нечестные деньги, как пришли, так и уходят. Это всегда так было. Плюс ко всему, Вселенная не любит халявы, ничего не давая взамен, вы берете просто откуда-то, да, и спокойно живете, думая, что это нормально так взять работы человека, и что здесь такого? Работаете вы, вам так кажется. Так что двоих нету. 4 года назад они начали эту всю деятельность. Одна умерла 1,5 года назад, другая уже 2,5, что ли, с чем-то вот так вот. Не отследил точно. Может, 2 и 8 месяцев. Вот. Это были 2 бабы. Я их вычислила, одной позвонила. Она убрала
в ужасе фотографию. Потом опять в другом месте создала. И когда я еще раз позвонила, там взяла мама, сказала, что Марины нет в живых. Что вы хотели спросить? Я говорю, я вам сочувствую, извините, я, наверное, просто хотела спросить кое-что. Не стала я этой женщине говорить и причинять боль. Так что, если вы меня слышите, я вам еще раз говорю, мне вас просто жалко, потому что вы не у меня берете эти деньги, вы берете у людей, которые легковерны, которые не думают головой, которым я 100 раз сказала, прежде чем отправлять, человек должен вас сканировать с ног до головы, не запугивать, что у вас то и это. Это любой может. Человек должен сказать до мельчайших подробностей. Сегодня была женщина, со мной связалась, со мной, в принципе, связываются из Германии, Англии, откуда только мне не пишут люди, да. И она была в шоке от того, насколько я подробно все сказала. Эта женщина попалась некой Елене Фроловой, которая с моей фотографией. Это Елена Фролова может быть кто угодно, может быть даже моя знакомая, понимаете? Поверьте мне, может даже тот человек, который облаивает меня в интернете, а сама с моими фотографиями зарабатывает. Ведь от халявных денег нелегко отказаться. Вор, который лезет в карман, понимает, что он за это может сесть. Но соблазн велик, ничего не делая, брать деньги. Это же нормально для них. И она была в шоке. Я говорю, вы понимаете разницу? Что я вам объясняю, что просто запугивать, у тебя порча, то и это одно. А когда человек тебя сканирует, это другое. Пока вас не отсканируют, пока вам с ног до головы не скажут полностью совпадения такие, что вы будете в шоке, не отправляйте никому денег, потому что любая ведьма владеет ясновидением, если она ведьма. Дорогие друзья, я почему говорю, мне вас просто жалко, я себя чувствую плохо, мне неприятно, что вы находите. Я всегда говорю, я таким людям даже помогаю, очень часто говорю, вы посчитайте, что вы отдали за спасение, вы отдали за то, чтобы вам открыли дороги ко мне. Я иду им навстречу, хотя я не обязана этого делать, потому что я тут при чем? Вы же должны головой думать своей, пожалуйста. Когда вы видите такой алтарь, когда вы видите такие дорогие атрибуты, и вам говорят, что за 500 рублей вам что-то будут делать. Если бы за 500 рублей делали вам что-то, да, то не было бы такого алтаря. Вы задумайтесь, пожалуйста, будет ли я не знаю. Это все равно, что игрок Европы, сборной Европы сыграл бы за команду, не знаю, какого-то села Кукуева. Это одно и то же. Вы смотрите, вы видите, вы зрелые люди. Такой алтарь, такие атрибуты, такие сильные вещи. И вы считаете, что какая-то дамочка, которая гадание туда-сюда так выставит услуги. Никаких услуг нету. Я не работаю на сайтах. Я в Ютубе выставляю, я отвечаю на письма людей, я отвечаю на их вопросы. Но я не работаю там. Я не работаю ни на каких сайтах. У меня в Одноклассниках есть профиль, я туда захожу раз в месяц, просто поздороваться с друзьями. Хотя и это уже не нужно, потому что у меня есть и Вайбер, Ватсап, и все что угодно. ВКонтакте в последнее время захожу только для того, чтобы находить этих тварей, хотя бы предупредить народ. Устала я, понимаете меня? Я физически просто устала, я не отслежу. Если уж от имени Пугачевой дают концерт, извините меня, и никто ничего не может сделать, никто. То, что я могу сделать с этими тварями, которые не один срок отсидевшие и уже со сломленной психикой, уже опущенные до предела, по-другому не могу сказать, уже испоганенные грязные души, которым все равно. Ты хоть им в лоб просто бей. Когда они будут подыхать, тогда они поймут, что да, мы получили, но уже будет поздно. Вам от этого ни жарко, ни холодно. Пожалуйста, сначала проверьте, если есть сомнения, созвонитесь с этим человеком. Если еще есть сомнения, пусть скажет из вашей жизни такие ситуации, которые она знать не может. А говорит, что на вас порча, у вас ого-го, страшные вещи, каждый дурак может. Это не повод верить и доверять таким личностям. Хорошо? Спасибо за внимание. А теперь давайте перейдем к ритуалу. Просто мне, вам сказать, знаю, что этот ритуал многие посмотрят. Решила вначале хотя бы немножко сказать вам что-нибудь. Устала я уже, правда. Дорогие друзья, я давала
очень уникальный ритуал, который вы нигде не найдете, вообще не найдете. Я нигде не видела похожие на мои ритуалы, если честно. Это не потому, что я себя хвалю, расхваливаю. Я хвалю те силы, которые меня удостоили чести через меня передать эти ритуалы. Ведь эти ритуалы мы могли передать через кого угодно, честно говоря, да. Но вот я благодарна, я чем-то заслужила это право передавать, вот стать как бы проводником между людьми и силами, чтобы они через меня передавали такие сильные работы. Я вам говорила, что люди, у которых было материнское проклятие на них, да, они не могут устроить свою судьбу. Друзья мои, пусть не будет такое впечатление, что родители прям, знаете, чудовища, они проклинают, ненавидят. Это не так. Просто даже сгоряча сказанное слово ребенку, да чтоб ты сдох, да как ты меня достал, и прочее, прочее. Если у женщины сильная энергетика, может стать проклятием, закрыть все дороги жизни. А уж тем более, если постоянно говорят ребенку, что хотели сделать аборт, что не очень планировали его рождение, это еще хлеще, да, это более тяжелый случай. Теперь дело обстоит вот с проклятием отца. Сейчас я научу, как снять проклятие отца с человека. В основном проклятие отца ложится на дочь. Почему? Объясню. Потому что мужчины хоть хотят мальчиков, но любят больше всего дочерей. Они видят в дочери молодость своей жены. Понимаете? И они ее любят и ревнуют. Всегда так было и будет. Особенно восточных у кавказских народов проклятие отца очень много меняет в судьбе дочери. Если она сбежала без отцовского благословения, он скажет: я ее знать не знаю, у меня нет дочери, она для меня умерла, не хочу ее видеть и прочее. Через некоторое время он помирился, потому что родился внук, потому что это жизнь, и в конце концов отец уступает. Всегда. Если даже к самому озлобленному отцу прийти за помощью в тяжелую минуту, он забудет про свою обиду, если он достойный, нормальный человек, да, и все это вычеркнет и поможет своему ребенку. Он станет на защиту семьи. Но то, что он сказал в порыве гнева, а мы знаем, что самые сильные моменты измененного сознания, состояние измененного сознания, это порыв гнева, злости, когда вот со всей вот этой, как он сказать, болью внутренней, вот эта энергия черная выходит из человека. И вот этот посыл, он идет в жизнь, в судьбу дочери. И иногда даже самые любящие родители могут такое сказать, какой-то момент злости, что вот как бы спасения потом не будет. И как бы странно ни звучало, мать нам близка морально-духовно, а отец более близок по крови, по генетике, естественно. Мы продолжители рода отца. Хоть дочери, хоть мужчина, не имеет значения. Семью его дочери не продолжают, поскольку они идут в снохи в другие семьи, они продолжают тот род. И берут фамилию мужа, и дети как бы записаны на мужа. Но генетически мы продолжаем род своего отца. И чем больше дочь с отцом похожи, тем тяжелее им живется. Они любят друг друга, они похоже думают, одинаково мыслят, все у них, но они одинаковые люди, и им тяжело вместе находиться. Кроме того, отец всегда ревнует к дочери. Он все время ревнует. Но иногда может быть, что проклятие отца ляжет и на сына, если он в чем-то ослушался, или если он повел себя недостойно, если он баловался какими-то не очень хорошими вещами в молодости. Да, он причинил боль родителю. И он мог в порыве гнева сказать: нет у меня сына, знать не хочу. Вот это слово «нету сына», он как бы, знаете, отрезает, собственно говоря, и закрывает его пути дороги. Мы очень зависим генетически и морально от родителей. Мы всегда хотим заслужить их любовь. Самые нелюбимые дети всю жизнь из кожи вон лезут, чтобы понравиться родителям. Вы замечали это? Брошенные дети ищут родителей, хоть бы каких бы они ни были. Но им нужен родитель, и они хотят заслужить любовь родителя. Это печально, но, увы, это так. Так вот, я помогла многим освободиться от проклятия матери. И, честно говоря, у многих очень многие такие сильные сдвиги пошли, поменялось многое. А теперь я помогу вам освободиться от проклятия отца. Часто бывает, что в семье
не очень мир царит, что, может быть, отец выпивал, может быть, у них дома были постоянные конфликты, да. Он мог и в этом состоянии проклясть ребенка или сказать: пошли вон, видеть вас не могу, вы мне не нужны и так далее. Все что угодно может сказать отец в порыве злости, и это превратится в проклятие и испортит жизнь детей. Они могут пойти по тюрьмам, у них могут не сложиться жизнь, все что угодно. Чтобы долго не гадать и не думать, что может происходить, просто снимем это проклятие с человека и все. Я показываю на собственном примере, но не означает, что я проклята отцом. Это означает, что я показываю это для того, чтобы вы переделывали и применяли к людям, которые к вам обращаются. То есть вместо «я» имя человека. И женщина это или мужчина не имеет значения. Нужно в мужском роде хранитель, носитель, вот так. Поскольку это код мужской в данный момент, ритуал мужской. Значит, вода, огонь, воздух. Вместо воздуха идет благовоние, то есть дым. Поскольку это показывает наличие воздуха, да, присутствие воздуха в комнате. Я читаю один раз, но читается от 3 до 7, смотря насколько это сильно. Я сейчас прочитаю, и вас по ту сторону экрана зашатает от этой силы. После всего воду вылейте, хоть куда, хоть в раковину, хоть... Это не имеет значения, потому что водное пространство одно и то же. Вы выливаете это все, выкидываете, без слов, без ничего, молча. Да, еще раз, это ритуал только для практиков. Простому человеку это применять никак нельзя. Сами знаете, какие могут быть последствия. То, что можно всем, я сейчас еще загружу и дам, можете не переживать. Адам родил род человеческий. А ты, отец мой, родил меня. Я кровь от крови. Я плоть от плоти твоей, Отец. Я продолжение твоего рода. Я хранитель тайн твоего рода, и семя твое мной продолжится. Уста твои меня прокляли, а кровь рода меня благословит. Отцами нашими, праотцами нашими, зовом крови нашей, я перебиваю твои проклятия силой родового заклятия. Один отец меня проклял, а сотни душ моих праотцов меня благословили. Проклятие отцовское отдаю ветрам. Развейте. Приказываю. Отцовское проклятие отдаю морям. Утопите. Приказываю. Отцовское проклятие отдаю огню. Сожги. Приказываю. Отца своего прощаю. Оковы ненависти разрываю. Мир отныне между мной и родом моего отца. Заклято. Я немножко ошиблась, поскольку шатает. Еще раз прочитаю на всякий случай. Адам родил род человеческий, а ты, отец мой, родил меня. Я кровь от крови и плоть от плоти твоей, Отец. Я продолжение твоего рода. Я хранитель тайн твоего рода. И семя твое мной продолжится. Уста твои меня прокляли, а кровь рода пусть меня благословит. Отцами нашими, праотцами нашими, зовом крови нашей, я перебиваю твои проклятия силой родового заклятия. Один отец меня проклял, а сотни душ моих праотцов меня благословили. Проклятие отцовское отдаю ветрам, развейте, приказываю. Отцовское проклятие отдаю морям. Утопите,
приказываю. Отцовское проклятие отдаю огню. Сожги, приказываю. Отца своего прощаю. Оковы ненависти разрываю. Мир отныне между мной и родом моего отца. Заклято. Вернули себя обратно в род своего отца. Род. И не имеет значения, если даже ваш отец не живой или вы его не знаете. Проведите это. Даже если вас чужой человек воспитал, не имеет значения. Вы помиритесь с родовыми душами, и ваша жизнь станет легче. У вас защита прибавится. Попробуйте, будут вопросы, запишите под видео. Я вам всем постараюсь ответить. Удачи!